Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Трамп может нанести удар по Ирану после срыва переговоров. Борис Леонидович, чем грозит России новый конфликт в Иране? Ну, давайте по порядку. Начнем с того, что может нанести, может не нанести. На переговорах речь идет о некой сделке. А какую сделку, собственно говоря, Дональд Трамп предлагает властям Исламской Республики Иран? Отказаться от ядерной программы. От ядерной программы Иран отказаться не может, потому что это будет актом национального предательства, и достаточно терпеливое население Ирана вряд ли правительство это простит. Так что, в принципе, ситуация тупиковая, тем более, что одна попытка закрыть ядерную программу уже состоялась. Удар по трем ядерным объектам Ирана летом минувшего года. Иран сначала сомневался, все у него разбомбили или нет, потом сказал, что да, конечно, все уничтожено. Правда, если зайти на внутренние СМИ Ирана, то там никаких тревог по этому поводу нет. Люди целые объекты или нет, разумеется, в открытых источниках не появится. Главное, что на месте профессионал. И отказываться Иран от этого не собирается. Слишком много усилий в это было вложено. Слишком большие, так скажем, и человеческие вложения, и научные, и достаточно серьезная позиция, которая занимает Иран на мировой арене в отрасли ядерной медицины. Поставки радиофармпрепаратов расширяются. Все это прекратить ради чего? Ради гипотетических мирных отношений с Соединенными Штатами? Ну, это вряд ли. Ну, это ладно, это о политике. Что может быть практического? Ну, какую-то премию мы уже начинаем получать. За последнюю неделю нефть, баррель нефти подрос до $70 практически. Некоторые говорят, что уже прям 70, но вот секунду назад, когда я просматривал котировки, ничего подобного, 69,98. Так что СМИ нас опять обманывают. Это, понятно, связано не столько с тревогами о том, что прекратятся поставки нефти из самого Ирана, сколько, разумеется, тревог за Ормузский пролив. Он никуда не делся. С лета прошлого года никуда не переместился, шире не стал. Дополнительные нефтепроводы, которые позволили бы обойти это узкое горлышко, ни в одной стране не появились. Так что все на своих местах. Как будет реагировать Иран? Ну, тут можно гадать сколько угодно, но напомню, что железный купол над Израилем на одновременный прилет сотен БПЛА, ракет и так далее, сказал мяу. Если такой же рой будет направлен в сторону вот той самой арматы, которая призывает гордиться Дональд Трамп, ну, я думаю, что какие-то результаты будут, которые, опять же, Дональду не потребуются. Это чисто такие политические соображения, сугубо экономические. Баррель пошел вверх. Значит, что немного, чем Трамп может похвастаться перед своими избирателями, низкие цены на АЗС, могут перейти к росту достаточно быстрому. Выгодно ему это сейчас? Мне кажется, что нет. Много-много разговоров о нефти из Венесуэлы, много загадочных слов. Если Трампу поверить, так действительно приходится только удивляться. Было в общей сложности захвачено 7 танкеров. Мистер Трамп заявил, что с них удалось слить 50 миллионов баррелей. Покажите мне эти газовозы, танкеры, покажите мне эти нефтевозы. Я никогда в жизни не видел судно длиной несколько километров или глубиной несколько километров. Но, тем не менее, Трамп заявляет, что он это сделал. При этом от него последовало сообщение, что за вот этот объем нефти было получено $4 миллиарда. Покажите мне покупателя, который покупал баррель венесуэльской нефти по $80. Много чудес со стороны Дональда Трампа. Попытка играть одновременно в нескольких уголках планеты. Венесуэла, которую он изо всех сил контролирует, этот кусочек льда, который он тянет к себе в бокал с виски. Тут еще Иран. Мне кажется, что вот в советской киноклассике много чего можно найти. В замечательном фильме «Формула любви» фраза звучала: «На два стула не садись, седалища не хватит». Вот, по-моему, это тот случай. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что в этот
американский военный флот идет именно в этот регион планеты, там цели больше, чем только Иран. Не очень понятно, как будет складываться ситуация в Сирии. Там сейчас напряженность в регионах традиционного проживания курдов имеется. Правительственные войска захватили. Нам в телевизоре, конечно, не показали, но, судя по сообщениям с мест, массовая резня, ну, что вполне традиционно для любых защитников демократии, они по-другому не умеют. Ну, были волнения с прилегающей территории Ирака. Из иракского Курдистана чуть ли не готовили отправить военные колонны для того, чтобы помочь соотечественникам. Так что не исключено, что, может быть, и вот сюда будет усилено. Понятно, что это далеко от моря, но истребители на бортах авианосца есть. Так что, может быть, сюда, а может быть, все окажется связано с Йеменом. Баб-эль-Мандебский пролив тоже никуда не исчез, хуситы тоже никуда не пропали, свои действия они, в общем-то, пока не отменяют, так что варианты, что это некий многоцелевой флот, тоже со счетов сбрасывать не приходится. Мне кажется, стоит немножко подождать, рискнет Трамп престижем своего военно-морского флота или нет, ну, посмотрим, насколько отчаянный молодой человек. Но сейчас уже военные эксперты европейские, да и американские проговаривают о том, что если будет отправлен рой БПЛА без, без экипажных катеров и так далее, урон будет. А это уже вопрос престижа. Все ближневосточные союзники отговаривают Дональда от того, чтобы он предпринимал активные действия. Так что посмотрим. Что для России тревожно, если гипотетически представить, что все у мистера Трампа получилось, всех разбомбил, пришли к власти новые силы, разумеется, борцы за демократию все как один. Что мы на этом проигрываем? В чем наш риск? Ну, можно начать с тех разговоров, которые достаточно долго велись по поводу проектов двух энергомостов из России в Иран. Один через территорию Азербайджана, что с технической точки зрения полегче, что там уже есть вставки постоянного тока, есть 3 линии электропередач, по которым электроэнергия на север Ирана поступает. То есть, ну, отработанный маршрут можно подключиться. Второй вариант – это через Грузию, Армению и опять же в Иран. Оба проекта висят в воздухе. С технической точки зрения сложнее вариант Грузия, Армения, Иран. С 1996 года, с момента энергетической блокады, Армения синхронизировала свою объединенную энергосистему с объединенной энергосистемой Ирана. Перетоки со стороны Грузии возможно либо через ставки постоянного тока, либо еще какими-то небольшими объемами. Тем более, что там горы, там сложнее, через Азербайджан проще. В любом случае это было бы нам выгодно, если бы мы умели строить электростанции, но в последнее время мы это делать разучились, как неудивительно. Нелегко этого было добиться, но один за другим срываемые конкурсные отборы мощности, которые организовывает Министерство энергетики, говорит как раз об этом. Ну, наш, наверное, еще один такой гипотетический проект – это поставки российского газа на север Ирана. Об этом много говорили, в том числе и высшие руководители как нашей страны, так и Ирана. Но дальше разговоров пока дело не пошло. Хотя технически здесь тоже ничего выдающегося не имеет. Ну, все можно сделать достаточно быстро, пусть и в небольших объемах. В 70-е годы был построен магистральный газопровод из Ирана в Советский Союз. Дело было в том, что обязательства по поставкам газа в Западную Европу уже имелись, а разработка Уренгоя не шла в том темпе, который был необходим. Действительно выручили. Газопровод дошел до города Астара. Это город на границе тогда Ирана и Советского Союза, сейчас на границе Ирана и Азербайджана. Поскольку Иран относится к цивилизованным государствам, трубопровод никто не взрывал, компрессорные станции никто не откусывал, то есть все можно привести в порядок достаточно быстро. Что касается, как доставить наш газ в Азербайджан, тоже никаких проблем нет.
со стороны Грозного магистральный газопровод мощностью 2,5 миллиарда кубометров газа имеется. Именно об этом объеме на первоначальном этапе Владимир Владимирович Путин и говорил. Тоже пока замерло. Тут, наверное, сказываются и те проблемы, которые в июне были у Ирана, я имею в виду немотивированную агрессию Израиля и Соединенных Штатов против этой страны. Потом, наверное, сказались внезапно ставшие романтическими отношения России и Азербайджана. Сейчас какая-то тоже непонятная пауза. Но наш главный стратегический проект – это то, что касается логистики, магистральный транзитный коридор север-юг. Хотя я не очень понимаю, почему север, в том виде, в котором этот проект есть сейчас, это северо-запад. Задумка была в возможности поставлять товары с берега Персидского залива, из порта Бендер-Аббас, до наших портов на берегу Балтийского моря. Это северо-запад. 3 маршрута, все они, разумеется, через Иран. Если начинать с запада, то Россия, Азербайджан, Иран. Железная дорога недостроенная, так и не проложен последний участок. Решта-Астара, там порядка 150 километров, но это исключительно город, там и тоннели, и мосты через ущелье, и так далее, и так далее. По центру, то есть просто через Каспийское море, здесь уже можно. У Ирана имеется и порт, и железная дорога. И в 2019 году некая компания РЖД обещала этот участок электрифицировать. Разумеется, этого не сделала. Но это традиция РЖД. В Иране об этом не знали. Было открыто представительство РЖД в Тегеране. Все было красиво. Ленточку перерезали. Через год тихо исчезли. Справится ли Иран своими силами, сказать сложно, но надо отдать должное Александру Новаку, который на переговорах с иранской страной сумел убедить, что мы вернемся к этому проекту. Я думаю, что это уже не будет РЖД. У нас есть компании, которые реально умеют выполнять работу, по которой берут на себя обязательства. И восточный коридор, который, мне кажется, наиболее перспективным, это если с юга начинать Иран, Туркмения, Казахстан, Россия. Дело в том, что с территории России в Казахстан входят 3 железнодорожных ветки, и 2 из них ведут в Сибирь. Вот тогда это будет действительно север-юг. Мне кажется, что это достаточно перспективно, потому что, допустим, те же проблемы, которые есть у Кузбасса, логистика угля, что направо, что налево по 4500 километров, что до западных портов, что до восточных портов. Да, есть юг, но это мультимодальные перевозки. Сначала услуги любимой компании РЖД, потом морем. В том случае, если появляется железная дорога до Бендер-Аббаса, дальше там одна паромная переправа, и все это намного быстрее происходило бы, если бы удалось. Если вот эти 3 проекта будут оборваны тем, что начнутся какие-то волнения в Иране, будет действительно досадно. Потому что появление вот такого маршрута резко увеличивает связанность Евразии для тех стран, которые действительно думают о своем развитии. То есть, Евразия, она большая, вот если слово евро отбросить, то вся остальная более-менее цивилизованная. Вот если все это будет оборвано, будет действительно очень неприятно. А на день сегодняшний, да, растут котировки нефти. Соответственно, даже если у нас есть необходимость сохранять вот эту скидку, маршрут, как угодно, дисконтом ее почему-то называют, но скидка и скидка. Даже если ее сохранять, все равно стоимость растет. Не так плохо, но это кратковременные эффекты. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Иране все было спокойно. Потому что появление военных баз США, НАТО еще и в этой стране нам совершенно ни к чему. Вот такое мнение. Борис Анетович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии к данному ролику. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших сетях. Это тоже поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.